Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И по просьбе Ясина Хасханова, у которого день рождения, мы снимаем сегодня смятение из другого измерения. Буду, друзья, играть со 100 с подписчиков. Итак, давайте-ка начнем. И у нас идет предстартовый ролик. Наши любимые черепашки Лео, Дони, Майки и Раф зашли вот поиграть в игровые автоматы, где им приходится играть за классических черепашек, которых сражается против Кренга классического и проигрывает. Как это не удивительно. Итак, Раф в ярости, Микеланджело в шоке. Ребята пытаются остановить, но не сумели. Вот, и благодаря тому, что Раф Сай закоротил контакты, их перенесло в иное измерение. Что ж, друзья, и, конечно же, в начале видео поздравляю Ясина Хасханова с днем рождения, желаю удачи, успеха во всех делах, пусть всегда и во всем везет. И вот его состав для первого испытания. Итак, Рафигения. Рафигения, ты нам очень нужен для этой битвы. Давай-ка, дружище, где ты спрятался? Давай-ка я тебя найду. Да, вот он. Отлично. Кроме того, нужен Микеланджело Ролевик. Отлично. Донателло мультик. Насколько помню, он в начале вот списка у меня идет. Отлично. Кроме того, нужен Лео из мультика и Сплинтер. Итак, сразу же выбираю Сплинтера и Леонардо. Да. Ну что ж, друзья, вперед. Итак, идет у нас диалог. Раф говорит: отлично, опять это место. Вот, ребята, посмотрите на эти показания. Не думаю, что мы попали сюда случайно. Что-то привело к возникновению гиперпространственного телепорта. Гиперпорта — это такой большой порт. Нет, Майки, это гиперпространственный телепорт что-то создало обратную петлю, которая проделала дыру в нашем измерении и принесла нас сюда. Интересно, кто бы такое мог проделать? Вы думаете о том же, что и я? Крэнк. Ну, конечно, во всем виноват Крэнк. Ну, а пока наши герои идут в атаку, вот встречают, ну, всего несколько крэнгов, всего 2 волны. Ну и, конечно, у врага нет ни единого шанса. Вот Сплинтер бьет крэнга. Ничего себе, довольно-таки силен враг. Смотрите, не сумели с первого тычка выбить врагов, но, возможно, Вантус Микеланджело Ролевика нам в этот поможет. Мощный удар. Отлично сметает большинство врагов. Вот враги пытаются контратаковать, но огненным росчерком Раф Видение поджаривает врагов, уничтожает, и мы переходим к следующей волне. Ну что ж, неплохо. Отлично. Итак, вторая глава Бибоп Рокстеди. И сразу же усиление Сплинтера. Медитируя на шесте, он усиливает, подкрепляет наш отряд. Появляются бафы, положительные эффекты. И сразу же мощнейшая атака Лео из мультика. Супер. Фут уничтожил. Дони тем временем прокачивает дополнительную защиту. Вот, а Микеланджело Ролевик использует кольцо удачи. Вот, просто супер. Ну что ж, друзья, пришло время применить секретное оружие. Ага, очередь врагов. Так, Маусер атакует, но контратакой Сплинтер без проблем выбивает этого врага. Итак, друзья, тайное оружие Рафа Видения. Он превращается в огненный торнадо и просто выжигает большую часть здоровья Рокстеди Бибопа. Вот, Фута вообще снесло, и нам осталось только добить оставшихся врагов. Удар тайной катаны Сплинтера, и Бибоп классический выбит, а с Рокстедем справится Лео. Опять же использует особую атаку, метая катаны вверх, он стальным торнадо вот выбивает оставшегося врага, и мы получаем победу. Ну что ж, здорово. Итак, ух ты, проверим все порталы. Ну, конечно же. Дони, что вообще происходит? Похоже, наша вселенная просачивается в другое измерение, в том числе в это. Дай-ка предположу, это плохо. В общем, если мы не прекратим это, причем скоро создастся огромная обратная петля, которая разрушит саму ткань реальности. Ну вот такие вот пироги, ребята. Вот идем с вами дальше. Вот здорово сыграли. Вот, и мы можем пойти либо по верху, либо к низу. Кстати, друзья, в конце вот этой битвы нас ждет вот колода. Вот, я думаю, друзья, мы пойдем по одному пути. Вот постараюсь я взять вот команды подписчиков, насколько получится. Ну что ж, вперед. Итак, состав от подписчика с ником Everlast.
Он попросил, чтобы я взял Сплинтера. О, ничего себе. Леонардо Видение, Крэнк и Усаги. Ну, давайте-ка попробуем. Итак, Лео Видение, Крэнк и Усаги. Всего 4 героя, ну, пусть будет 4. Итак, вот Лео Видение. Кстати, Усаги Зимба я пропустил. Ну, давайте-ка я возьму Крэнга. Вот, замечательно. И где наш Усаги Зимба? Вот где-то он в начале должен быть. Итак, я перепроверю, друзья. Всего лишь 4 героя. Да, Сплинтер, Леонардо Видение, Крэнк и Усаги. Ну что ж, ничего страшного. Да, вот подписчики еще что-то написал. Нет, больше ничего нету. Что ж, я думаю, этой четверкой мы должны пойти, и у нас должно все получиться. Итак, неплохо и герои идут в атаку. Вот Керби Мышь, мутировавший таракан Терминатор Бабочку, плюс Человек-гриб. И враг первым атакует, ничего себе, даже сносит немножко здоровья нашего отряда. Ну а я пока прокачиваю скорость. Особая фишка нашего любимца Лео Видения. Усаги Зимба тем временем еще прокачивает дополнительную защиту плюс контратаку. Вот тоже очень классная фишка. Сбивая стрелы на лету, он проделывает этот баф, положительный эффект. Ну, раз начали усиливать отряд, пусть еще ай-яй-яй, друзья. Вот вместо чтобы медитировать, я добил Человека-гриба. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Ну, а сейчас массовая атака от Крэнга классического. Креативно он стреляет ядерной бомбой. Вот снимает большую часть здоровья с вражеского отряда, но это все, что ему удалось сделать. И враг продолжает атаковать. Ага. Кроме того, Керби Мышь еще исцелил себя. Что ж, это очень не здорово, но я надеюсь, что массовая атака стрелами Лео Видения добьет врага. Нет, не сумел. Что ж, тогда мощнейший удар Усаги Зимба катаной. И что же? И да, вот монстр уничтожен. Мутант остался только Керби Мышка, с которым пытается справиться Сплинтер. Не получилось. Переходим, друзья, к следующей волне. Кто здесь у нас? Итак, Змея Карай, Бибоп Мультяшный и Острозуб. Ну, плюс еще 2 вуфута. И сразу же массовая атака Лео Видения. Метая тыкву, он подрывает всех врагов. Наносит еще запрет на лечение. И, кроме того, друзья, у меня еще есть массовая атака. На сей раз от Усаги Зимба. Как и Лео, он бросает катаны, но они падают вниз. И, тем не менее, от массовым таким танцем с клинками он выбивает оставшихся врагов, что и приносит нам победу. Что ж, неплохо, здорово, довольно-таки классный получился отряд. Благодарю подписчика за этот состав. Итак, друзья, давайте-ка я пойду только по верхнему краю. Вот, надеюсь, там все у нас неплохо будет. А дальше у нас состав от подписчика с ником Анет МК Хатриан. И его состав Супер Шреддер. Вот, давайте-ка я попытаюсь его найти. Итак, Супер Шреддер. Вот, кстати, очень прикольное испытание. Очень давно его уже не играл. Благодарю подписчика, что напомнил, что есть такое вот прикольное испытание. Что ж, Супер Шреддер, Сплинтер, Раф Фильм. Ну, давайте-ка я, друзья, буду идти подряд, чтобы просто не запутаться. Вот Сплинтер, кстати, мы можем его подлечить, но я пока думаю, не стоит этого делать. Раф Фильм, Синегами и Рафаэль Видение. Вот Раф Фильм где-то здесь должен быть. Ну, вот давайте-ка я возьму Рафа Видение. Рафа Фильма сейчас поищем. Да, вот он. И Синегами. Синегами где-то в конце списка, если тоже не ошибаюсь. Где-то здесь должна быть. Есть. Супер. Ну что ж, вперед сыграем и посмотрим, что из этого получится. Вот по 2 волны, в принципе, неплохо мы идем. Быстренько должны, в принципе, здорово справиться. Итак, ага, враг атакует Маусеры, в свою очередь учитель Сплинтер контратакой снимает большую часть вражеского героя, тот выживает. Что ж, пришло время Синегами, и она призывает демона Они из японской мифологии, который мощным ударом выбивает все-таки Маусера. Дальше я подключаю Супер Шреддера,
который, активируя свое сердце, прокачивает нам исцеление на 3 хода, плюс дополнительную защиту, что тоже здорово. И вот еще усиление от сплинтера. Да, друзья, кто заметил, что интересно, в этих сражениях вот идет отказ способностей, не так, как обычно. То есть, если мы видели, вот использовали в предыдущих боях 2 атаки сплинтера, сейчас уже их не было, они были в откате. Что ж, пока пытаемся добить оставшихся врагов, Раф видение поджаривает, уничтожает Маусера. Вот, а Раф из фильма вызывает на бой вот этого врага. Это у нас Севера Монтеса. Кстати, Раф еще наложил на него негативный эффект уменьшения вот, скорости. Ничего себе, почему он атаковал не Рафа? Странно. Странно, не пойму почему. Ага, и причем нету иконки, где он оскорбляет и вызывает на бой. Ну что ж, тогда Синегами, превратившись в летучих мышей, пыталась выбить врага, не получилось. А вот Супер Шреддер добивает его, метнув костяные скунаи. Есть. Первая волна уничтожена, переходим ко второй. Итак, друзья, довольно-таки серьезные враги, дальше будет все тяжелее, но надеюсь, что мы все-таки сумеем здесь сыграть. Итак, друзья, первым делом давайте-ка выбивать понемножку крэнгов гуманоидного типа. Мощнейший удар сплинтера, но со второй атаки тычка все-таки добивает противника. И да, у Измикьюна повышен урон. Что ж, посмотрим, что сумеет сделать Раф видение. Так, снимает часть жизни. Еще мощный удар, но не сумел добить. А как насчет броска Саи? Раф из фильма метает свое оружие и все-таки добивает Змеюна. Отлично. И да, пришло время Супер Шреддера. Вот кроме того, друзья, давайте-ка я добавлю звука, чтобы было интереснее. Итак, Супер Шреддер использует супер оружие. Вонзая костяные кунаи в землю, шипами из-под земли, он просто носит колоссальный урон, уничтожая оставшихся врагов, что и приносит нам победу. Просто супер. Что ж, здорово, друзья. Идем с вами дальше. Беру следующую команду. И следующий подписчик это у нас Данчик Games UT. А вот Данчик попросил, чтобы я взял Усаги Лео. Вот Усаги Зимба, вот Лео. Не уточнял, какой Лео, поэтому, друзья, я беру Леонардо из мультика. Сплинтер, Микки мультик. Вот неплохо. Где же ты, Микеланджело? Да. И Раф мультик. Ну, практически, друзья, вот команда черепашек, но вместо Дони у нас почему-то Усаги. Вот такой вот выбор подписчика. Ну что ж, я думаю, ничего страшного. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, тоже 2 волны. Ага, стиранка плюс люди-грибы. Вот и враг, причем начинает атаку, но опять же тычком Сплинтер снимает большую часть человека-гриба. Ох, ничего себе, а следующий гриб восстановил его здоровье. Ну а мы тем временем, благодаря Микеланджело из мультика, прокачаем уклонение. И благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Супер. Ну что ж, давайте-ка, наверное, все-таки я попытаюсь вырубить людей-грибов, чтобы они не подлечивали. И да, мощнейшим ударом катаны Усаги Зимба выбивает человека-гриба. Дальше я подключаю вот Лео. Ударом своей катаны он пытается выбить противника. Да, вот второй удар и выбит. Супер. Ну что, остается только стиранка, и ударом тайной катаны Сплинтер снимает большую часть этого врага здоровья. Но, как видите, тот и жив. Что ж, надеюсь, что ненадолго. И ударом Саи с разворота Раф из мультика все-таки добивает этого противника. Отлично. Вторая волна. Интересно, кто же нас здесь ожидает. И здесь у нас довольно-таки серьезные враги. Шреддер, Змея-Карай и Саблезуб. Плюс 2 фута. Вот, я думаю, друзья, без вот дымовой бомбы не обойтись. И Микеланджело из мультика подрывает бомбу, наносит удар вот в дымовой завесе, выживает Шреддер, но Усаги ударом катаны добивает этого противника. Ну что ж, просто замечательно. Вот я не думаю, что у нас будут противники, хотя пусть Лео лучше помедитирует, усилит, подлечит наш отряд, а вот сейчас уже попытаемся добить врагов.
Итак, Сплинтер бьет по уязвимым точкам фута. Не сумел добить, но ему удалось навешать цепи. Вот, но контратакой вот еще учителю удалось навешать негативный эффект, дебаф, вот уменьшение атаки, плюс цепь висит, ничего кроме первой способности не может сделать. А хотя змея карай, смотрите, что делает. Кусает Рафа. Вот, Раф ярости. Вот, прокачивает дополнительную атаку для нашего отряда. Вот интересно, сумеем ли мы сейчас выбить врагов. И да, и пусть Микеланджело еще перекусит пиццей, тем самым усиливая, укрепляя наш отряд. Да, вот просто чудесно. Что ж, замечательно. Кроме того, я прокачиваю дополнительную защиту, плюс контратаку. Особая техника от Усаги Зимба. Ну вот, у нас целая куча положительных эффектов бафов. Враг пытается что-то сделать. Ага, Саблезуб в прыжке пытался раздавить Рафа, не получилось. А вот Лео сейчас попробует добить змею карай. Я вижу, друзья, ага, не могу, друзья. Фут привлек к себе внимание. Их ничего себе, и Лео не сумел добить и этого противника. А как насчет тычка вот Сплинтера? Да, вот Сплинтер справился. Вот неплохо. Опять же, вот Фут атаковал Усаги. Контратакой Усаги добил противника. Змея Карай пытается что-то сделать, но ударом катаны Усаги вот добивает этих врагов. Ну просто умничка Усаги. Очень здорово помог нашему отряду. Вот и финальный добивающий удар делает Микки из мультика. И мы получаем победу. Просто здорово. Ну что ж, отличнейший бой, хороший результат. И мы идем с вами дальше. Вот, супер. Ну что ж, друзья, уже немножко прошли. А вот впереди еще тоже довольно-таки неплохой кусочек у нас. Но, по сути, уже приближаемся где-то уже к половине. Ну, как-то так. Что ж, друзья, берем следующую команду от подписчиков. Вот я смотрю, кто дальше написал. И это Вячик. Вот такой вот ник от подписчика. Он попросил состав кролики. Кожеголов. Ага, ну что ж, неплохо. Итак, нашел я кроликов. Ищу Кожеголова, где он спрятался. Кожеголов, дружище, где ты? Ты нам нужен для этой битвы. Да, вот он. Майки Мультик, Эприл Куничи и Розар. Ну что ж, сейчас поищу. Итак, Майки Мультик, Эприл Кунаичи. Где-то здесь... А вот обычный Эприл, а нам нужна Эприл Кунаичи и еще Рахзар. Вот, честно говоря, не проследил я логики. Вот почему подписчик вот заказал вот такой вот необычный состав. Ну, я думаю, тоже неплохо. Что ж, вперед битву. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. И сейчас нас встречает Змей-Клюн плюс вот... Мисс Кэмпбелл и еще вот у нас какой-то Крэнк в гуманоидном теле. И наш Микеланджело пытается запинать его нунчаками. Итак, видите, на Микеланджело висит дебаф. Только могли использовать первый удар. А вот здесь, давайте-ка, друзья, я использую супер удар кроликов. Трансформируясь в огромного робота, они пытаются вот смести вот эту волну. Вот, отлично, большинство удалось выбить, но Змеюн выживает. Ничего страшного. Ударом когтей Рахзар добивает этого противника, и мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Вот кто здесь у нас? Итак, Саблезуб, Острозуб, Футы, еще Мисс Кэмпбелл. Вот, и сразу же мощнейшая атака телекинеза Эприл Кунаичи. И что же? Выживает Фут. Неприятно. Но я думаю, ничего страшного. Итак, хватая Крэнга как дубину, Кожеголов наносит серию ударов и все-таки выбивает одного из Футов. Отлично. Дальше Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Вот для всего отряда теперь приходит хорошая новость. Вражеские удары будут проходить мимо, а кролики тем временем трансформируются в плазменную пушку и пытаются поджарить вторую волну. Ох, как здорово проходит массовая атака. Половину здоровья удалось снять, а дальше уже надо добивать врагов. Итак, Рахзар метает свои когти. Отлично, добивая очередного Фута.
Кроме того, Эйприл Кунаичи, взлетая вверх, цепными молниями поджаривает врагов, что и приносит нам победу. Просто супер. Ну что ж, хороший результат, хорошая битва, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, вот продвигаемся все выше. Вот, замечательно. И следующая команда у нас от Максима Гриценко. Он попросил, чтобы я взял Рафа из фильма. Кстати, Рафа из фильма сегодня уже заказывали, но думаю, ничего страшного. Итак, Раф из фильма, где ты, дружище? Где ты? Ты нам нужен. Вот он. Отлично. Лео мультик, Микки Космос. Лео мультик. Возвращаемся. Лео мультик. Отлично. Дальше мне нужен Микки Космос. Сейчас. Вот, отлично. Еще мне нужен Донни классический. Неужели только 4 персонажа? То ли я кого-то пропустил, то ли как-то так. Итак, сейчас Микеланджело классического, да. Вот. Итак, друзья, пересматривай. Итак, Максим Гриценко, Раф фильм, Лео мультик, Микки Космос, Донни классический. Да, всего 4 черепашки. Ага, друзья, они разные. Вот. Хотя, нет, смотрите, у нас 2 Микеланджело. Вот. Ага, друзья, я ошибку сделал, прошу прощения. Донни классический, а не Микеланджело. Вот. Итак, Раф из фильма, Лео из мультика, Микеланджело из космоса и Донни классический. Да, вот такой отряд. Итак, Шреддер, ах ты, стальномордый идиот, как ты мог позволить этим отвратительным черепашкам, их мерзким двойникам из другого измерения нарушить мои идеально выверенные планы? Позволить это же из-за твоей некомпетентности они явились прямо к нам, Крэнк. Хватит, найди их, Шреддер, и ликвидируй, иначе я твою голову размещу на технодроме. Вот такой вот диалог Крэнга с Шреддером классическим. Ну а наши герои от Максима Гриценко сейчас попытаются справиться с этими врагами. Итак, благодаря лазерным танфу Микеланджело космический пытается запинать Фута. Мощный удар, и противник выбит. Отлично. Вот второй Фут пытается отбиться, но ударом катан Лео добивает этого противника. У нас остается только классический Бибоп. Что ж, Донни попытается запинать его при помощи кофейной машины, запустив его как ракет. Ничего себе, выжил Бибоп. А если на него сбросить холодильник, который метает Раф? Удар отлично, большую часть здоровья удалось снять, но враг оказался непрост. Ох, я ничего в себе в шоке. Смотрите, друзья, сколько он снял жизни с Рафа из фильма. Что ж, сейчас, надеюсь, отомстим. И Микеланджело космический сбрасывает на этого врага Бибопа, космического маффина. Тот его подгрызает, но, как видите, Бибоп жив, но все-таки Лео добивает его, и мы переходим к боссу. Итак, Шреддер классический, довольно-таки высокого уровня. Ну что ж, посмотрим, удастся ли нам с ним справиться. И сразу же используем особый удар. Это выстрел из вертолета Донни классического. Вот слабо, очень мало удалось снять жизни. В свою очередь Шреддер классический рубит Микеланджело, снимает часть жизни. А вот Микки использует коробку с чипсами любимого героя Криса Брэдфорда. Стреляет по ней из лазерного пистолета, и это совсем другое дело. Снял большую часть жизни. Возможно, и Лео нам поможет. Мощнейшая атака стального торнадо. И просто в шоке. Вы видели, сколько жизни удалось снять одним ударом. Но Шреддер классический прокачал броню. И это уже очень плохо, потому что любой удар следующий будет заблокирован, но зато снята броня. Удар, ничего себе, даже броню не удалось снять. Раф тем временем бьет Сай, удается снимать броню, но Шреддер жив. Надеюсь, что ненадолго. Удар лазерным танфу Микеланджело вот космического приносит нам победу над Шреддером. Замечательно. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейшая победа, и мы идем с вами дальше.
Итак, давайте-ка посмотрим. Итак, мы можем пойти через верх, либо через низ. Вот, пойдем через верх. Ну и, конечно же, я беру следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик с ником «Разные игры». Вот, они, ребята, вот двое на фотографии, вот, они попросили, чтобы я взял Супер Шреддера, Лео Космического. Кто там дальше? Микки классический, Сплинтер, Раф фильм. Возьми, пожалуйста, без проблем разные игры. Вот, ребята, возьму ваш состав. Итак, Супер Шреддер. Попытаюсь, друзья, взять так, как вот написали ребята. Итак, Супер Шреддер. Отлично. Вот, Лео Космический. Где-то тоже в этом районе должен быть. Ближе к вот в начале. Где-то так, вот где-то здесь. Да, есть. Вот, Микки классический. Вот, я его случайно чуть не взял вместо Дони, вы его видели, а вот сейчас пришло его время. Итак, Сплинтер и Раф из фильма. Кстати, что-то сегодня очень часто заказывали Рафа из фильма и Сплинтера, как мне показалось. Итак, где же Раф из фильма? Вот он. Кстати, его было бы хорошо подлечить, у него очень мало здоровья, но, надеюсь, пока хватит. И вот я, друзья, не помню, если здесь вырубят враги нашего героя, он не сумеет продолжить битву. И в начале боя Микеланджело классически прокачивает атаку для всего нашего отряда. У нас появляются новые положительные бафы, положительные эффекты. Кроме того, Лео Космический, благодаря образу капитана Раяна, прокачивает дополнительную защиту. Просто супер. Ну а сейчас давайте-ка попробуем выбить Фута. Супер Шреддер наносит удары и без проблем уничтожает этого противника. Замечательно. Кроме того, усиливает дополнительно наш отряд Сплинтер, медитируя на шесте. Вот чудесно. Араб пытается наложить на врагов негативный эффект дебаф. Да, вот уменьшение скорости. Удалось ему это проделать. Но враг держит неплохо удары. Ох, ничего себе. И контратакую Сплинтера. Сплинтер, в свою очередь, пытается добить Зимикюна. Не получилось. А вот Микки без проблем забрасывает сюрикенами. Здорово. Вот шутя проходит через первую волну. Доходим до второй. Вот что-то здесь слабенько. Суперфуты и Бакстер Муха. И еще вот есть Саблезуб. Вот посмотрим, удастся ли Лео Космическому выстрелом из бластера добить Бакстера Муху. Не получилось. Что ж, а если Супер Шреддер нанесет серию ударов? А вот Супер Шреддер добивает без проблем. Что ж, замечательно. Давайте-ка еще попытаемся справиться с Саблезубом. Зеленый треугольник висит, значит урон будет повышен. И Микки только удалось снять часть жизни. А вот Сплинтер добивает Саблезуба, и у нас остались только Суперфуты. Надеюсь, с ними справимся уже без проблем. Итак, Раф метает свои сай, отлично выбивает одного из Суперфутов. Остальные пытаются контратаковать, но у них ничего не получается. Итак, смотрите, какая мощная атака Суперфута. Вот, но Микки классически бьет нунчаки и добивает этого врага, а Лео космический, призвав корабль Фагетоида, пытается добить следующего. Вот выживает вредина. Итак, что ж, пришло время тяжелого вот экстренной ситуации. Супер Шреддер активирует особую обилку, излечивающую на 3 хода. А вот Сплинтер ударом катана все-таки добивает врага, и мы вырываем очередную победу. Просто супер. Ну что ж, друзья, хороший результат, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, следующая команда от подписчика с ником Роман Читер. Он попросил, чтобы я взял вот Лео из фильма, Рафа фильм, Микки фильм. Дальше мне нужен вот Крен классический и Супер Шреддер. Кстати, друзья, мне интересно, а можно было это как-то сократить, пойти по-другому? Нет, мне кажется, друзья, по-другому вот быстрее не получилось бы. Быстрее не получилось. В принципе, мы можем попытаться пойти по центру, но от этого ничего не изменится. Так и так нужно идти. Что ж, итак, Роман Читер и его состав Леус фильма.
Лео из фильма. Лео из фильма. Сейчас мы его найдем. Кстати, его, по-моему, сегодня еще не заказывали. Лео, хотя вот не уверен. Возможно, и заказывали. Нет, по-моему, не заказывали. Итак, Лео из фильма, Раф из фильма и Микки из фильма. Вот Микки из фильма, а вот Раф из фильма. Итак, Рафа здоровье из фильма мне не нравится. Вот еще нужен Крен классический и Супер Шреддер. Вот где-то Супер Шреддер, кстати, я тоже немножко пропустил, но вот нашелся. Итак, команда неплохая, в принципе, друзья, хорошая, но вот мне не нравится, что здоровье Рафа уже в половина. В принципе, можем потратить доллары, исцелить его в начале боя, но лучше сейчас попробую, вот благодаря Микеланджело из фильма, его подлечить. Ох, ничего себе. В свою очередь, Зак пытался что-то сделать, атакует Рафа из фильма, вот пытается выбить подранка некоторые враги. Ну что ж, тогда давайте-ка мы ответим контрмерами. И Супер Шреддер метает свои костяные кунаи, и что же? И вот наносит колоссальный урон, но враг выживает. Я думаю, друзья, сразу же применю массовую атаку. Посылаю в атаку Лео из фильма. Он рубит катанами направо и налево. Выбивает одного из футов. И это все, что ему удалось сделать. Что ж, тогда я усиливаю наши атакующие способности. Для этого есть особая обилка Кренга классического. Вот так, вытаскивая себя же из комбинезона, он проделывает вот такую вот технику. Ну а я тем временем пытаюсь выбить фута. Да, отлично выбит. Кроме того, вот сейчас пусть Микеланджело из фильма и подлечить нашего Рафа. Бросая пиццы вверх, он восстанавливает здоровье. И Супер Шреддер добивает все-таки вот Зека вражеского имя. Переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Тигриный коготь, Рокстеди, Рокзар. Как здесь все непросто. И да, давайте-ка, друзья, я еще усилю атаку, опять же, благодаря нашему, кто это у нас, Лео из фильма. Супер. Кроме того, у меня пришло время Кренга классического, который потирает щупальца, вот, от радости, призывает технодром, который стреляет плазменной пушкой и выжигает большую часть здоровья у вражеского отряда. И Рафу из фильма удается их добить, просто метнув огромный холодильник и подрывая все вокруг. Супер! Ну что ж, друзья, как видите, состав получился классный, прикольный, интересный. И следующая команда от Татьяны Ивановой. Вот она попросила, чтобы я взял Сплинтера, Шреддера, еще Эйприл Анил, Леонардо из фильма, Микки из фильма. Ну что ж, давайте-ка попробуем. И так, давайте-ка как-то, кстати, сколько там до конца? До конца, до пака осталось совсем чуть-чуть. Что ж, возможно, хватит нам состава подписчиков. Итак, Сплинтер. Отлично. Дальше Шреддер. Не мультяшный. Вот как-то написала. Шреддер не мультяшный. Эйприл Анлин. Вот какой только Шреддер не мультяшный. Наверное, классический. Ну, наверное, Супер Шреддер мы использовали. Она написала. Вот поэтому не мультяшный Шреддер. Я так понимаю, что это классический. Вот, April O'Neil, обычная, наверное, ну, по крайней мере, ничего не написал. Вот подписчица, поэтому я беру обычную April. Леонардо из фильма, Микки из фильма. Ищем. Вот Микки из фильма, и где-то здесь есть Леонардо из фильма. Да. Ну что ж, вперед, друзья, надеюсь, тоже себя эта команда неплохо покажет. Отлично. Итак, вперед. Две волны. И сразу же вот враги атакуют. Фот и пинает беднягу Лео. Вот, а Шреддер классический тем временем, благодаря особой обилке, усиливает на состав, появляются бафы, положительные эффекты. По-моему, это была медитация. Промедитировал Шреддер классический, а вот Микки огненным мечом снимает большую часть здоровья у Фута. Вот следующий Фут атакует, даже прокачал способность контратаку. Вот. И что же, сумеет ли ударом по уязвимым точкам Сплинтер добить врага? Да, удалось. Но, как видите, второй Фут пытается навредить. Я пытаюсь тогда уничтожить этого Фута.
чтобы никто не мешал бить Рокзара. И удары катан с развороту, надеюсь, Лео из фильма все-таки добьет этого врага. Не сумел, ничего себе. Вот капелька была жизни. Лео из фильма нанес мощный удар, но враг выжил. Что ж, друзья, нет выбора, и я призываю тогда помощь из иного измерения. Это проделывает Крен классический. Удар, и вот Рокзар выживает. Ну как он может после таких ударов выживать, я не знаю. Но вот Нунчаки, Микеланджело творят чудеса, и он добивает очередного мощнейшего монстра. Вот я перехожу к следующей волне. Итак, Змейтюн с Паукусом. Вот и нам нужно срочно что-то делать. Для этого Сплинтер усиливает наш отряд. Вот так и пытаемся выбивать врагов понемножку. И сразу же мощнейшая атака по Кренгу, про Кренгу вот в каком-то робокостюме. Ну вот, смотрите, удалось снять половину здоровья и все, что из этого получилось. Еще мощнейший удар катанами, и первый из врагов уничтожен. Дальше Микеланджело из фильма пинает вот, Кренга на шагающей платформе. Тот выживает, но вот после этой атаки, я думаю, он не выживет. Одна из мощнейших атак в этой игре, когда Шреддер классический метает свой меч алебарда, объединяя в одно, и, как видите, без проблем выиграл. Вот, Сплинтер бьет Паукуса, урон проходит. Удалось навешать дебаф, уменьшение атаки. Ну а наша Эйприл пока исцеляет наших героев. Лечит. Здорово. Отлично. Итак, продолжаем битву. И ударом в катан Лео из фильма не сумел добить Паукуса. Очень серьезный монстр. Ой-ой-ой. Итак, в свою очередь Паукус пытался заблевать Сплинтера. Но Сплинтер мстит. Вот, наносит повреждения. Ох, ничего себе. Итак, как не просто с этими врагами. Пошли сильные враги. Никак удается их запинать. Но все же ударом ноги с разворота Микеланджело из фильма добивает этого монстра. Отлично. Дальше удар вот меча Шреддера классического оглушает Кренга. И Сплинтеру просто удается его добить тычком пальца. Супер! Итак, Эйприл пытается справиться с Змейтюном, но враг слишком крут и слишком силен. Вот Лео, опять же, шинкует его Змейтюна как салат. Тот погибает, но это приносит нам победу на 3 звездочки. Просто супер. Ну что ж, друзья, итак, смотрите, вот уже финал. Всего 3 команды от подписчиков, и мы с вами вот получим особый пак. Итак, друзья, следующая команда у нас от подписчика с ником Кирилл Про. Ставь лайк Пономарев. Ну, как-то так. Вот. Итак, Кирилл просто ставил лайк Пономарев, попросил, чтобы я взял все Рокстеди и кролики. Ну что ж, давайте-ка их искать. Давайте-ка искать Рокстеди. Итак, пока не вижу, но вот одни только бибопы пошли, но сейчас пойдут и Рокстеди. Ну, по крайней мере, если не найдем, возьмем кроликов. Итак, появился Рокстеди кролик. Рокстеди из мультика. Где-то здесь должен быть Рокстеди из фильма. Да, Рокстеди классический и кролики. Правильно ли я поступил? Да, вот такой вот необычный состав от подписчика с тоже очень необычным ником. 2 волны, Суперфрут и еще Ксевер Монтес. Наши кролики трансформируются в огромное колесо, пытаются выбить этого врага. Как видите, заблокированы вот 3-я и 4-я способности. Но я надеюсь, что этого хватит, чтобы победить. И Рокстеди кролик пытается его забодать. Мощная атака снизу, и что же? И да, противник повержен, остался один из суперфутов. Пытается что-то тычить своим мечом, но метнув дубину, Рокстеди из фильма добил этого врага, и мы перешли к следующей волне. Итак, 2-я волна, Пиццелицей, Крис Брэдфорд и Бакстер Муха. Вот, я, конечно же, попытаюсь справиться с Мухой. Рокстеди классический бодает ее своим рогом, и Бакстер выживает. Обидно. Но ничего страшного, еще один удар рогом, на сей раз от Рокстеди из мультика. Да, вот удалось общими силами запинать
врага. Дальше кролики пытаются справиться четырехруким футом. И хоть два приема, но им удалось это сделать. Ну а тем временем Рокстеди кролик жонглирует игрушками. Вернее, это оружие, замаскированное под игрушками, бросает гранаты, снимает часть жизни. Вот, ну как-то так. Кроме того, ударом дубины Рокстеди из фильма все-таки добивает одного из противников. Отлично. Остается пиццелица с Крисом Брэдфордом, но у них уже нет шанса, так как Рокстеди классический забрасывает их гранатами. И что же? Вот Крис Брэдфорд выживает, а вот постепенный урон догрызает Пиццелицева. Ну что ж, друзья, как-то так. Вот очень даже неплохо мы сыграли. И вот осталось всего вот 2 миссии. И мы дойдем до конца. Итак, друзья, следующая команда у нас от подписчика с ником Бенди Демон. Бенди Демон попросил, чтобы я взял состав Усаги, Лео Мультик. Итак, Усаги, Лео Мультик. Дальше мне нужен Раф Ролевой, Донни Космос, Микки Фильм. Раф Ролевой. Давно не заказывали. Давно не заказывали. Он же Варвар. Где-то здесь он должен быть, если я не ошибаюсь. Да. А вот что у нас? Усаги, Лео Мультик, Раф Ролевой, Донни Космос. Где-то здесь должен быть. Нет, это не космический, это из фильма. Мне нужен Донни космический и Микки из фильма. Ищем, ищем, ищем. Вот Микки из фильма. А вот где Донни классический? Мне кажется, друзья, в конце списка. Давайте-ка я проверю. Вот, Донни из фильма, а мне нужен Донни из космоса. Мне нужен Донни из космоса. Где же ты спрятался, дружище? Выходи. Вот никак не могу. Вот, нашел. Супер. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Всего 2 волны. И наши любимые черепашки играют против Фута и еще вот каких-то нить. По-моему, это Футы, по которой поддерживает Зека. Итак, сразу же в начале боя, превращая Рафа в индюшку, у него появляется особая способность месть, и за каждую атаку на союзника он будет мстить. Итак, за Микки он мстит, вот смотрите, снимает большую часть жизни. Кроме того, Усаги Зимба ударом катаны пытается все-таки зарубить Фута. Зека не рискнул, возле него висит дебаф негативный, урон уменьшен. И, как видите, Усаги даже не справился со своим мощнейшим ударом. Противник контратакует. Стоит ли мне лечиться, пока не буду. Пока поэкономлю заряды, пусть Микки из фильма все-таки добьет вот очередного из Футов. Ого, поцарапали немножко нашего Микки, но Усаги отомстил. А Лео пытается добить врага при помощи удара катан с разворота. Вот ничего себе, промазал. Как он мог промазать, я не знаю. Одна надежда на метеор, который сбрасывает на головы Донни космический. Итак, удар, сам удрал, взрыв, вот добивает Фута, Зак выживает, но надеюсь, что ненадолго. Ударом двадцатки Раф Ролевик все-таки добивает врага, и мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна, Рокстеди и крысы, плюс крысиный король. Вот, и сразу же массовая атака Усаги Зимба. Рубит катанами направо и налево. Пытается сразу же вырубить всех врагов своими клинками. И что же? Да, крысы уничтожены, а вот крысиный король и Рокстеди выживает. Думаю, ненадолго. Вот при помощи огненного меча Микеланджело космический добивает Рокстеди. Здорово. А вот с крысиным королем нам придется повоевать. Поэтому пусть лучше Лео вначале помедитирует, усилит, а вот теперь попробуем вот поджарить. Для этого Донни космический стреляет выстрелом из груди при помощи своей плазменной пушки. Выстрел есть. Враг уничтожен. Ну что ж, просто супер. Итак, друзья, добрались мы с вами до финальной битвы. До финальной главы, после которой нас ожидает особый пак. Вот, супер. Ну что ж, друзья, итак, Инна Ясинская. И она попросила, чтобы я взял Микеланджело видение.
Вот кролики, Раф оригинальный. Раф оригинальный. Давайте-ка я пойду по очереди, чтобы не запутаться. Итак, кролики. Раф оригинальный. Где-то он в конце должен быть. Вот Лео, а здесь должен быть еще и Раф. Да, вот уже намечается очень неплохая команда. Дальше Тигриный коготь и Дони из мультика. Тигриный коготь и Дони из мультика. Итак, друзья, напоминаю, вот команда от Инны Ясинской. Вот вперед. Вот вы думаете, что сможете ворваться на технодром и бросить вызов мне Кренгу? Вообще-то да, так и есть, это сказал Раф. Мы тоже чуваки. Значит, вы решили работать вместе, это не важно. У вас нет ни шанса против мощи технодрома или моего измеренизера. Пора ликвидировать вас, ужасных рептилий, раз и навсегда. Кто этому парню писал тексты? Ну что ж, вот такой вот диалог произошел между Кренгом и черепашками. Это по сценарию вообще-то. Есть такая серия, вот где черепашки, классические мультяшки, объединились против Кренга. Итак, первым делом пытаемся запинать Фута. Кролики неплохо сработали. Да, в 2 атаки все-таки запинали Фута. Дальше уже Тигриный коготь рубит мечеты. Один удар и враг повержен. Вот, кроме того, Микеланджело видение благодаря особому навыку качает точность. Отлично. А вот Раф оригинальный наносит мощнейший удар из-под земли. Супер. Большую часть змеи Карай удалось снять. Она в ярости пытается контратаковать кроликов. Благодаря уклонению удар проходит мимо. А вот Дони подрывает змею Карай, что и приносит нам победу. И мы переходим ко второй волне. Итак, друзья, пришли к вами к финалу. Финал. Вот бой с Кренгом классическим. Перепрыгивает наши друзья через вот, лазерный луч. И вот перешли к финальному бою. Кренг классический, очень крутого высокого уровня. Очень непросто будет его запинать, но я уверен, у нас все получится. Итак, кто же первый начнет? Ах, вредина. Итак, Кренг классический с первой пинает, стреляет ядерной бомбой, снимает часть здоровья с нашего отряда. Вот кролики тем временем способности вот подзавислы, но благодаря двойной атаке он снимает неплохой кусочек жизни. Тигриный коготь пытается поджаривать Кренга, отлично, ему удалось навешать дебаф, вот уменьшение защиты. И одна надежда на Микки. Он бросает желудь, и голодные бентки топчут Кренга. Отлично, уже меньше половины осталось жизни. Кроме того, и еще и Раф оригинальный собирает слова как сюрикены, метает и снимает еще часть жизни Кренга. Кренг в ярости пытается контратаковать беднягу тигриного когтя, а точку поставили Дони, просто забрасывает врага сюрикенами, что и приносит нам победу. Просто супер. Что ж, друзья, Кренг классический повержен, и мы прошли с вами испытание смятения из другого измерения. Ну а сейчас самое интересное. Награда. Награда, которая нас ожидает. Святой гуакамоле. Мировая была разборка, чуваки. Ага, и эти позеры не так уж плохие. Позеры, ты кого назвал позерами? Панцирь вместо мозгов. Чуваки, успокойтесь, мы как раз хорошенько нападали. Кренга, это нужно отпраздновать пиццей. Ты сказал пиццей? Вперед, я тут за углом знаю мировое местечко. Что ж, друзья, вот такой вот классный вот финал данного испытания. И нас ожидает особая награда. Вот такой вот пак, в котором есть вот ДНК улучшение для Донателло классического, Рафа оригинального, Микеланджело классического, Микеланджело оригинального, плюс еще монетки вот за подписку. Просто супер. Итак, друзья, давайте-ка соберем награды, вот, которые мы с вами вот, сделали. Итак, собрать и сбросить. Ну, открываем, посмотрим, что здесь. Итак, ДНК Микеланджело оригинального.
И, по-моему, все, ну, как-то так. Что ж, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, в комментариях, понравилась, не понравилась серия, стоит ли снимать продолжение по смятению с другого измерения, либо будем идти по испытаниям, либо, опять же, составами от подписчиков по турнире. На этом я прощаюсь, всем пока-пока. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!